Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это дневной обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие сейчас на рынке происходят движения, какие ветры начинают с новой силой дуть и куда это все приведет сегодня в течение дня. Bloomberg открыто агитирует бросать все, включая Китай, и нести все сбережения, все деньги, все капиталы в Россию. Действительно, на фоне энергетического кризиса это вполне здравая идея на текущий момент. Соответственно, весь этот волшебный процесс, он может остановиться в силу трех причин. Первое – это очень суровая реакция на отмену количественного смягчения или его снижения. Хотя не факт, кстати, что Россия и рубль уже так бурно отреагируют на фоне текущих цен на энергоносители. Здесь вполне без всякого фанатизма, там, шуток, прибауток и фантастики вырисовывается цель уже этой зимой $150-160 за баррель Брента. И это будет вызвано тем, что, по сути, очень поторопились с переходом на зеленые источники энергии и света. И здесь возникла ситуация, когда очень большой дефицит, и на фоне большого дефицита, на фоне плечей, на фоне нарастающей турбулентности может быть вполне шортовый вынос, который был по образцу июля 2008 года. Там остановились в районе 148, но с учетом того, что в марте 2020 года переписали лои, есть все основания для того, чтобы переписать хаи. А дальше посмотрим. Такая вот интересная статья. Единственное, хотел обратить внимание, что как раз вот в апреле 2008 года изо всех динамиков американских, российских неслось о том, что индекс РТС к концу года будет 5 или 6 тысяч, и все дают зуб. Действительно состоялся исторический перехай по РТС, но все мы помним, что было в сентябре 2008 года. Текущая ситуация становится просто отражением того, что было в 2008 году. Есть только два существенных отличия. Тогда не было дефицита, тогда реально просто раздули. Сейчас есть дефицит, на фоне этого дефицита огромное количество денег, с которыми надо что-то делать, их надо куда-то загнать. Фондовый рынок не растет, тогда куда? Нефть, ресурсы и так далее. Но эта дорожка, она очень тонкая и очень опасная, потому что потом это придет к тому, что экономический рост превратится в пыль. Итак, все уже поверили в Россию, американские капиталисты дудят в трубы, что надо в Россию вкладывать. Не факт, что прямо будут достигнуты те же $160 за нефть, что ММВБ улетит на 10 тысяч. Но на фоне такой истерии должен быть вынос, он просто быть обязан. И по сути не прекращаются тревожные звоночки по поводу инфляции. Но опять же, по моим личным ощущениям, все сойдется в одну точку сразу, или через какое-то время, 1, 2, 3 месяца после наступления 2022 года. Сейчас, скорее всего, будут максимально оттягивать. И Китай вроде как уже там начинает потихонечку отскакивать. Так что, я думаю, дадут отсрочку. Но на самом деле, конечно, то, что происходит, это какой-то гротеск. Потому что, с одной стороны, уже западные фонды активно зазывают и гонят в Россию всех подряд. С другой стороны, с коронавирусом всплеск. Вообще ситуация очень и очень сложная, очень запутанная во всем. Наверное, еще более запутанная, чем в остальной части мира. Так, друзья, на фоне такого оптимизма Bloomberg, VIX открылся с гэпом. Но пока, опять же, критичного движения по VIX нету. Критичное движение на сегодня назреет, если будет пробой значения 22, 22,3, тогда действительно весьма вероятно пойдет движение в сторону 24,3, 25. И тогда начнутся распродажи, невзирая на призывы Блумберга инвестировать в Россию. По крайней мере, авторов Блумберга. Так, друзья, далее давайте евро-доллар посмотрим. Давайте это сделаем через призму российского фьючерса. Недельный таймфрейм, соответственно, у нас здесь на текущий момент ситуация достаточно критичная.
Потому что если в ближайшие дни недели не произойдет возврат на уровень выше 1,1650, то отсюда весьма вероятно будет пробой 1,1539. И, соответственно, в этой ситуации возникает импульс движения сначала на 1,12 и потом, соответственно, возврат на 1,08. Вот такая вот с евро непростая ситуация выходит. Так, переходя к евро-доллару, дневной таймфрейм, здесь ситуация очень интересная. Потому что, по сути, все развороты, которые происходят, как мы ранее, когда-то там несколько месяцев назад с вами наблюдали, они не срабатывают. То есть они как бы срабатывают на какое-то время, а потом все это проваливается. Вот здесь сейчас сформировался очередной паттерн, который ранее уже неоднократно был. Этот паттерн приводит к тому, что если здесь возникает переписывание лоя, который был ранее достигнут, в данном случае это значение 1,1540, 1,1545, то оно проваливается и летит в ближайшие дни еще где-то. Ну, здесь вот если пробьет, то ближайшая цель движения по дневке будет в районе 1,1453. Если переходить на 4-часовик, здесь получается формируется разворот на данный момент времени. И, соответственно, отсюда, если возникает импульс с пробоя 1,16, то мы на этой неделе увидим восстановление евро и, соответственно, движение в районе 1,17. Однако соты по евро вышли негативные. Американские спекулянты не верят в евро и, соответственно, его шортят. И поэтому с учетом текущей ситуации, я думаю, здесь большая вероятность либо консолидация вот в этом диапазоне 1,1630, 1,1553, либо пробой донышка и уход, ну, для начала отсюда движение в районе 1,1480, 1460. Так, друзья, далее давайте фьючерс евро-рубль посмотрим. Давайте возьмем месячный таймфрейм. По месячному таймфрейму вот это движение, которое все-таки было синициировано где-то в феврале 2021 года, оно до сих пор не остановилось. На месячном таймфрейме нет никаких признаков того, что евро к рублю остановится или начнет укрепляться. Ну и если следовать логике Bloomberg, что всех зазывают в Россию, это говорит о том, что в ближайшее время, ну там недели, месяц, весьма вероятно будет большой приток в рубли. Да, когда начинаются такие массовые зазывы, это говорит о том, что мы где-то близко к хаю находимся, ну или, по крайней мере, к точке, когда будет коррекционный откат. Тем не менее, пока нефть и газ в дефиците, у России все козыри на руках. Так, ну вот недельный таймфрейм также указывает на то, что снижение евро к рублю пока что не остановилось. Дневной таймфрейм также указывает на отсутствие разворотных формаций, которые привели бы к укреплению евро против рубля. Так, ну и вот часовой таймфрейм, здесь указание на то, что коррекционный отскок сегодня может произойти, но я бы то, что инструменты, связанные с евро, пока бы не трогал, потому что в них, во-первых, с моей точки зрения, если затрагивать евро-доллар, там очень много всяких участников, непонятных роботов и так далее. Они создают непредсказуемую волатильность движения. И такие инструменты, они, как правило, очень сложны для понимания и использования. Переходя на 15-минутку, в евро-рубле сейчас весьма вероятно будет коррекционный отскок, у которого цель движения 84 150 по фьючерсу. Соответственно, идея не срабатывает, если идет коррекционный откат с пробитием 83 850. Так, друзья, далее давайте платину посмотрим и потом российские акции, платину, палладий, серебро. Но смотрите, дневочка здесь у платины очень позитивная, она закрепилась выше 1000, соответственно, удержание вот этого диапазона выше 1000 приведет к тому, что на этой неделе уже мы весьма вероятно по ней сходим в район 1070 и, возможно, даже 1140. Но вот это было бы слишком хорошо, а 1070 это вполне реально. Так, по палладию вообще АЭС, по нему просто на всю котлету развивается отскок, и это весьма позитивно воздействует на норильский никель. У палладия есть сильная поддержка, она в районе 2000-2040. Соответственно, если этот диапазон не пробивается, у палладия открыта
окно возможностей движения в район 2400, вот сюда, к этому значению. Но опять же, с моей точки зрения, в средний и долгий срок должно быть схлопывание между платиной и палладием. Соответственно, платина будет расти, палладий будет несколько остывать. Так, друзья, далее серебро. Серебро сегодня находится в боковике, дневной таймфрейм. Соты по нему не особо выдающиеся вышли. Соответственно, здесь на сегодняшний день по серебру, я так думаю, должен быть боковик. Критичное удержание вот этого уровня 22,5, 22,35 вот этого диапазона. Если этот диапазон пробивается, отсюда развивается движение вниз. Первая цель будет 22 и потом, соответственно, на 21,5. Если вот этот диапазон не будет взят, то оно сегодня-завтра собирается с мыслями и отскакивает. Первая цель движения 22,8. Так, друзья, ну вот смотрите, по Сбербанку интересная ситуация. Судя по всему, его гонят на 400. Гонят на 400, а когда он стукнется как Газпром в 400, весьма вероятно будет ситуация схожая с Газпромом. Вот Газпром, видите, в 400 ударился, это 4-часовик, и после этого отскочил немножко выпустить пар. Весьма вероятно со Сбером на этой неделе, если никакой жути не будет, его тоже нагонят на 400 и потом куда-нибудь на 370 отольют, и будут они с Газпромом два брата-близнеца. Ну и по Сберу, если возникают коррекционные откаты и пробой 365, то, соответственно, Сбербанк пойдет корректироваться сильнее, и первая цель движения будет в районе 350. Так, друзья, далее Русгидро не дают ей подняться на 81,5, но ей не дают подняться, потому что здесь идет набор позиций. 4-часовой таймфрейм, соответственно, здесь мы с вами видим, что вот эта полоса, которая возникла 0,8, ну точнее 80 копеек, 81,5, пока не взят вот этот рубеж, все вот это движение, это консолидационные колебания, которые в ближайшем времени, в случае не пробития 80 копеек, вот сюда вот ее выплюнет на 83,20, и потом цель движения уже в обозримом будущем в районе 94 копеек с моей точки зрения. Так, друзья, далее ВТБ, но у ВТБ первая цель находится в районе 6,3 копейки, вот, и судя по всему на этой неделе эта цель будет взята. Какая причина такого бурного движения? Ну, мы с вами знаем, что ФРС очень много печатает денег, напечатал и продолжает печатать. Другие центробанки, ну, где-то в меньшей степени, где-то в большей степени, они исследуют, по сути, в фарватере такой политики. Соответственно, кто здесь бенефициары? Бенефициары – те структуры, в которых деньги оседают. Это банки. Банки, ну и, соответственно, то есть сырье, которое сейчас надули, то есть нефтяные компании, газовые компании. Но сейчас немножко смещается в сторону банков, и поэтому ВТБ, как отстающие, его, наверное, будут на этой неделе на 6,2 копейки заталкивать. Так, друзья, далее Хантер, фактически ММВБшная крипта, которая по 5% в день ходит и не задумается туда-сюда. Дневной таймфрейм ставлю. Смотрите, здесь, мне кажется, его сейчас лучше не трогать. Надо дождаться, либо чтобы он провалился, ну хотя бы на 3700, либо пробил или отбился от 4150-4200. Вот в такой конструкции, я думаю, он сейчас интереса особого не представляет. Так, друзья, далее Мечел. Но смотрите, по Мечелу дневной таймфрейм. Сейчас идет консолидация, выход из этой консолидации. Я думаю, в ближайшее время будет на этой неделе или на следующей цель движения из этого консолидационного диапазона, тестирования и пробой 178 и уход в район 220. Соответственно, эта идея не срабатывает, если коррекционный откат и пробитие 140-141. Если такое происходит, то он уходит консолидироваться в районе 111. Так, друзья, далее Роснефть, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, если мы исходим из концепции, что нефть сейчас будут мега сильно раздувать, то, соответственно, по Роснефти цель движения до конца года вполне может быть в районе 900 или 1000. Соответственно, если реализуется сценарий шортового выноса по нефти и движения на $160 за баррель, то у Роснефти будет справедливая цена где-то в районе, я думаю, 1250-1300. Так,
Так, друзья, ну и в рамках часового таймфрейма по Роснефти, смотрите, вот здесь как только возникает пробой 650, весьма вероятно отсюда пойдет импульс движения, у которого цель движения будет в районе 675-680. Если здесь пробоя не возникает, то отсюда будет коррекционный откат в рамках вот этой консолидации, цель которого тестирование, возможно, пробой 628. Как только это происходит, она уходит в район 600 собираться с мыслями. Опять же, текущий сценарий по нефти и газу, а также горячий призыв Блумберга бросать все и покупать в Россию должен привести к финальному какому-то выносу и очень сильному. Смотрите, Сбербанк давно переписал максимум, сейчас переписал Газпром. Можно просто на выбор брать компании, которые имеют отношение к энергетике, даже к электроэнергетике. И, соответственно, вот эти компании, я думаю, до Нового года, если не выпустят Джина, который всех обвалит, китайского, или Пауэлла, то, соответственно, я думаю, по Мечелу мы можем увидеть даже не 220, а гораздо больше. И по Роснефти в районе 900. Главное просто помните о том, что все это движение, оно привязано к тому, что происходит в нефти и к движению мирового капитала. Сейчас начинают надувать меха. Так, друзья, вопрос был по пику, что с ним делать? Я думаю, пик вообще лучше не трогать. Застройщиков, с моей точки зрения, сейчас не надо трогать совершенно. Потому что есть гораздо более интересные и менее рисковые идеи. Тем более сейчас там наклевывается дело, которое может затронуть как пик, так и группу компаний «Самолет». Поэтому здесь, я думаю, надо выждать. Сейчас бенефициары движения капитала другие. Это банки и это нефтегаз. Соответственно, если западные фонды начнут чихать в сторону России более сильно, то мы здесь можем увидеть просто космический рост, потому что объем капитала на российском рынке, он несоизмерим с американским и с другими рынками западными. Поэтому если они хоть немножко начнут нагнетать и истерить, то здесь самые страшные движения наверх могут случиться. Так, друзья, ну, в общем-то, все. Ключевые активы, ключевые акции. Спасибо за внимание, успешных торгов. Всего наилучшего. До связи.